Козероги, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на апрель 2025 года. Спасибо, что подписываетесь, смотрите мои гороскопы. Мне очень приятно, и это мотивирует меня записывать для вас прогнозы на каждый месяц. Еще хотела сказать, что обязательно смотрите прогноз не только по знаку Солнца, но и по асценденту и Луне, потому что часто именно асцендент дает 70-80% совпадений по реальным событиям, особенно если они касаются отношений, переездов, смены работы или важных решений и событий в жизни. К примеру, у меня Солнце в Скорпионе, а асцендент в Водолее, и вот в жизни у меня именно прогнозы на Водолее проигрываются сильнее, особенно важные события в жизни. Поэтому включайте интуицию, слушайте гороскопы на все 3 знака. Если вы их не знаете, пишите в комментарии, я обязательно бесплатно для вас рассчитаю знак асцендента и Луны, и вы сможете смотреть гороскоп и понимать общий прогноз, общую картину на месяц. Так, Козероги, апрель для вас станет периодом серьезных решений, глубоких осознаний и перемен, которые повлияют на долгосрочные планы. Это месяц, когда вопросы карьеры, семьи и личных целей и финансов выйдут на первый план. Вам предстоит искать баланс между личной жизнью и профессиональными амбициями, пересматривать свои приоритеты и принимать ответственные решения. Многие процессы, начавшиеся в начале года, теперь могут получить логическое развитие, а некоторые ситуации потребуют от вас гибкости, мудрости и стратегического подхода. До 7 апреля Меркурий продолжает свое ретроградное движение по вашему 3-му дому. Это дом общения, поездок, документов, братьев, сестер, обучения, а также обработки информации. В эти дни могут возвращаться незавершенные разговоры, пересмотр договоренностей, повторные обсуждения с родственниками, особенно с теми, с кем давно не общались. Возможно, задержки с документами, недопонимания в переписке, сбои в технике, особенно в телефонах, навигации, почте и мессенджерах. Также это время может вернуть вас к старым идеям, проектам, курсам, которые вы когда-то начали, но не завершили. Полезно перечитывать старые заметки, архивы, пересматривать знания. Именно из прошлого может прийти нужная подсказка. Берегите нервную систему. Суета, шум, информационная перегрузка могут выбивать вас из равновесия. Лучше сократить лишнее общение, включить осознанность и заняться только тем, что действительно важно. После 7 апреля постепенно начнет проясняться ситуация, особенно если вы в процессе подписания бумаг, оформления курса или делаете важные звонки. Ясность начнет возвращаться шаг за шагом. Дальше, 3 апреля Венера соединяется с северным кармическим узлом в знаке Рыб, активируя ваш 3-й дом, сферу общения, обучения, поездок, братьев, сестер, документов и информации. Этот 3-й дом будет очень важен в апреле. Это может быть судьбоносный день, когда ключевая информация, разговор или встреча окажут важное влияние на ваше мышление, восприятие жизни и дальнейшие решения. Если вы давно задумывались о том, чтобы начать учиться, запустить блог, оформить документы или восстановить отношения с родственниками, особенно с сестрами или братьями, то в этот день может появиться возможность сделать первый шаг или получить знак, что пора двигаться в этом направлении. Также возможны важные поездки, встречи или разговоры, которые покажут вам, с кем действительно стоит быть на связи, а с кем нет. Этот аспект помогает наладить диалог, услышать друг друга, выразить себя, особенно если ранее было недопонимание или дистанция. Также это может быть день, когда вы услышите важную новость, сообщение или получите приглашение, которое окажется значимым для вашего будущего. Многие козероги почувствуют, что что-то совпало, мысль, фраза, человек или возможность. Судьба может заговорить с вами через слова. В этот день полезно писать, оформлять, думать, обсуждать, делиться. Возможно, вы вернетесь к идее, которая давно витала в голове, и сейчас она получит новое развитие. Это хорошее время, чтобы рассказать о себе, поделиться своим опытом, выйти на контакт с нужными людьми или пересобрать свое информативное поле. 5 апреля Марс в Раке образует гармоничный трин с Сатурном в Рыбах, активируя ваш 7 и 3 дома, сферу партнерств, общения, документов, логистики и договоренности. Это благоприятный день, когда вы можете почувствовать внутреннюю решимость, ясность и структурированность в вопросах, которые касаются других людей, партнеров, клиентов, коллег, а также близких родственников. Этот аспект помогает выстроить конструктивный диалог, прийти к четким договоренностям, наконец-то спокойно и аргументированно обсудить то, что давно нужно было прояснить. Также он способствует проработке юридических документов, решению административных или бытовых вопросов, которые требуют включенности и терпения. Если вы в отношениях, этот день может помочь вам укрепить союз благодаря готовности выслушать и двигаться навстречу. Если вы в поиске партнера, то возможно встреча или разговор, который окажется
прочной основой для будущего сотрудничества или отношений. Также это может быть момент, когда вы почувствуете поддержку со стороны близкого человека, особенно если недавно были напряжения. Если вы работаете в сфере переговоров, логистики, торговли, консалтинга, образования или документов, этот день поможет вам эффективно продвинуться вперед, стабилизируются процессы и наладятся нужные связи. Многие козероги почувствуют, что становится проще действовать без суеты, благодаря четкой структуре, дисциплине и зрелому подходу. 7 апреля Венера соединяется с Сатурном в знаке Рыб, активируя ваш третий дом. Опять третий дом. Сфера общения, обучения, поездок, родных братьев, сестер, а также документов и повседневных взаимодействий. Это день, когда вы можете серьезно взглянуть на то, как вы общаетесь, какие слова выбираете и что именно транслируете в мир и с кем поддерживаете контакт. В этот день возможен разговор, который будет иметь долгосрочные последствия. Вы можете получить важную информацию, услышать признание, поставить точку в старом диалоге или наоборот построить новую основу для общения. Венера здесь смягчает, но Сатурн добавляет зрелости, поэтому даже приятное общение может быть серьезным, глубоким и конструктивным. Могут всплыть темы, связанные с сестрами, братьями, соседями, коллегами или деловыми партнерами. Также это может быть день, когда вы оформляете или подаете документы, связанные с обучением, визами, лицензиями или заявками, и это требует ответственности и четкости. Все, что оформляется в этот день, может иметь прочный, но не быстрый эффект. Сатурн всегда про надолго. С точки зрения чувств, это день, когда можно почувствовать дистанцию или холод в общении, особенно если ранее была недосказанность. Но именно сейчас вы можете выстроить новый стиль взаимодействия, более зрелый, честный, основанный на уважении. Если вы работаете с текстами, ведете блог, общаетесь с аудиторией, это день, когда можно заложить основу для серьезного и ценного контента. Не исключено, что вы решите пересмотреть свое информационное поле, обновить контакты, пересобрать круг общения или просто навести порядок в мессенджерах и мыслях. Этот день может принести осознание в сфере семьи, недвижимости, финансовых вложений. Возможно, вам придется столкнуться с серьезными обязательствами, связанными с домом или родными. Венера отвечает за комфорт, удовольствие и финансы, а Сатурн требует структуры, ответственности и дисциплины. Если в вашей жизни есть неразрешенные вопросы, связанные с жильем, родителями, семейными делами, то сейчас придется заняться ими всерьез. Прервусь на секундочку, мне многие пишут в комментариях, что я очень быстро разговариваю на видео. Спасибо за ваши комментарии, я все читаю и на все комментарии отвечаю. И хотела сказать вам, что прямо на видео в настройках в правом углу вы можете регулировать скорость, сделать, чтобы я говорила медленнее, либо наоборот ускорить меня. Этот день может ощущаться как проверка на прочность. И если что-то в вашей жизни неустойчиво, сейчас вы это поймете. Возможно, вам придется принять важное решение о будущем, о том, где и с кем вы хотите жить, какие отношения стоит укреплять, а какие оставить позади. В этот же день, 7 апреля, наконец-то Меркурий разворачивается в прямое движение в знаке Рыб, в вашем том же третьем доме, в сфере общения, обучения, поездок, братьев, сестер и оформления документов и логистики. Последние недели, пока Меркурий был ретроградным, могли приносить путаницу в разговорах, сбои в планах, отмену поездок или возврат к незавершенным перепискам и бумажным вопросам. Возможно, вы чувствовали, что не можете договориться, выразить мысль точно, или что собеседники слышат не то, что вы говорите. Сейчас начинается фаза прояснения. Постепенно восстанавливаются деловые контакты, начинают двигаться документы, улучшается организация маршрутов, встреч и договоренностей. Вы можете получить ответ, который давно ждете, или наконец-то понять, как лучше решить вопрос, который висел в воздухе. Возобновятся диалоги с братьями, сестрами, соседями, а также процессы, связанные с обучением, будь то пересдача, оформление курса, возвращение к старой идее, которую вы откладывали. Ваш внутренний голос тоже становится яснее. Если раньше мысли путались, то сейчас пазл начнет складываться. Это хорошее время, чтобы формулировать намерения, отправлять письма, подавать заявки, договариваться, оформлять, выезжать в короткие поездки, возобновлять блог или учебу. Особенно благоприятно с 9 по 10 апреля, когда Меркурий уже наберет обороты. Важно использовать это окно, чтобы восстановить информационный порядок в своей жизни и направить внимание туда, где действительно хочется ясности и движения вперед. 15 апреля происходит полнолуние в знаке Весы, который активирует ваш 10-й дом, сферу карьеры, внешнего статуса, признания, целей и достижений. Это важный момент, когда происходит кульминация в вопросах, связанных с вашей социальной ролью, профессиональной реализацией и тем, как вас воспринимают другие люди, особенно в официальной и публичной среде.
Полнолуние может принести ясность в отношении того, куда вы движетесь в профессиональном плане. Могут завершиться проекты, прийти новости о повышении, смене должности или окончательном решении по рабочим вопросам. Для кого-то это время, когда становится понятно: я больше не хочу заниматься этим, и начинается внутренний сдвиг в сторону новой цели. Для других, наоборот, появляется подтверждение, что вы на верном пути. Также могут всплыть тема баланса между домом и карьерой, насколько вы удовлетворены тем, как совмещаете личную жизнь и профессиональную. Полнолуние может подсветить внутренний конфликт между желанием быть успешным и потребностью в спокойствии и личном пространстве. Некоторые козероги могут почувствовать давление со стороны семьи или руководства, а кто-то, наоборот, гордость за достигнутое. Это полнолуние может принести важный разговор с начальством, выступление, признание или даже переоценку вашей стратегии. Также могут завершиться этапы, связанные с работой с клиентами, с авторитетными фигурами или проектами, где вы брали на себя ответственность. Очень хорошо подвести итоги, пересмотреть цели, очистить пространство от задач, которые больше не резонируют с вашими истинными стремлениями. Полнолуние — это всегда ясность, поэтому в этот период, именно в полнолуние 13 апреля, может быть какая-то новость, информация или прояснение по 10 дому, который связан со статусом, карьерой, признанием, целями и достижениями. Также в этот день, 13 апреля, Венера разворачивается в прямое движение, опять же в вашем 3 доме, в сфере общения, информации, документов, обучения, поездок, отношений с родственниками и тем, как вы выражаете свои чувства через слово. Последние недели, пока Венера была ретроградной, могли ощущаться как время эмоциональной переоценки в общении. Могли вернуться старые диалоги, недосказанности, чувства, о которых вы не говорили раньше. Также могли возникать сложности с договоренностями, документами, мелкими поездками или общением с родственниками, особенно братьями, сестрами или соседями. Сейчас с переходом Венеры в прямое движение эти темы начинают выравниваться. Появляется больше ясности в том, с кем и как вы хотите поддерживать контакт, на каком языке говорить с близкими и как доносить свою ценность миру. Особенно важно, если вы работаете в сфере коммуникации, пишете, обучаете, ведете блог или занимаетесь переговорами. Все, что связано с речью, информацией, эстетикой, подачей и взаимопониманием, начнет становиться чище и мягче. Для некоторых козерогов это будет момент восстановления связи с человеком, с которым вы давно не общались. Для других это возвращение вдохновения к обучению, творческому процессу, написанию или работа с аудиторией. Также могут начаться решения в проблемах оформления виз, договоров, заявлений. Все, что казалось подвисшим, наконец-то начнет двигаться вперед. Это хорошее время, чтобы возвращаться к романтике в общении, сделать признание, написать письмо или просто поговорить по душам. Все, что вы скажете в это время, будет воспринято с теплом, если будет сказано от сердца. 15 апреля Меркурий входит в знак Овна, возвращаясь в ваш 4 дом, сферу дома, семьи, жилья, внутренней стабильности и родительских отношений. Это повторный проход по тем темам, которые уже поднимались в конце марта и начале апреля, особенно до и во время ретроградного периода. Но теперь в прямом движении появляется возможность не просто подумать или обсудить, а начать действовать. Это хорошее время для подписания договоров, связанных с арендой, переездом, ремонтом, для обсуждения важных вопросов с родителями или другими членами семьи. Также вы можете почувствовать, что наконец-то готовы озвучить то, что давно носили в себе, особенно если в предыдущие недели не удавалось найти подходящих слов. Могут прийти новости, предложения, документы или письма, которые помогут продвинуться вперед в вопросах недвижимости или организации быта. Также вы можете почувствовать, что лучше понимаете, чего вам не хватает для внутреннего комфорта и как это изменить. Это время, когда важно говорить о своих потребностях в жилье, в атмосфере дома или в эмоциональной поддержке. Если вы работаете в сфере недвижимости, дизайна, архитектуры, консультирования по семейным вопросам или в сфере, которая касается дома, семьи, может появиться в этот период всплеск активности и четкие запросы от клиентов. Также это благоприятный момент для диалога внутри семьи, где можно не только быть услышанным, но и самому услышать что-то важное. 18 апреля Марс переходит в знак Льва, активируя ваш 8 дом, сферу чужих финансов, долгов, кредитов, налогов, совместных вложений, интимной близости, трансформации и психологической глубины. Этот транзит запускает мощный внутренний процесс, который может выражаться как через внешние обстоятельства, то есть вопросы денег, долги, сделки, раздел имущества, так и через внутреннюю работу с эмоциями, страхами, энергией контроля и уязвимости. В ближайшие недели вы можете почувствовать, что какая-то часть вашей жизни
жизни требуют более глубокого включения, доверия и ответственности. Это может касаться финансовой стороны отношений, общих денег с партнером, раздела расходов, оформления кредитов или взаимодействия с банками, страховками, налогами. Возможны неожиданные траты, резкие действия в отношении имущества, инвестиций, либо наоборот попытки отвоевать свое. Также 8-й дом отвечает еще за интимные связи. Страсть может разгореться, особенно если в отношениях была недосказанность или напряжение, но также возможны конфликты на почве ревности, контроля или страхов. Чем честнее вы относитесь к себе и другому человеку, тем глубже можно выстроить связь. Если вы работаете с чужими деньгами, страховками, инвестициями, юридическими схемами, налогами или психологией, сейчас начинается период активности, воли и пробивной силы. Главное не идти на прямой конфликт, а использовать энергию Марса осознанно, чтобы выстраивать границы и идти в трансформацию, а не в разрушение. 19 апреля Марс в гармоничном аспекте с Нептуном. Этот день приносит мощное сочетание логики и интуиции. Вы можете почувствовать, что понимаете, как лучше управлять ресурсами, куда направить свои усилия, какие финансовые или личные вопросы требуют изменений. Этот аспект также может усиливать интуицию, делать вас более восприимчивыми к скрытым мотивациям окружающих. Возможно, вы поймете, кто вас обманывает, кто действительно ваш союзник, а кому лучше не доверять. 20 апреля Солнце покидает знак Овна и входит в знак Тельца, активируя ваш 5-й дом, сферу творчества, удовольствия, любви, детей, самовыражения и внутренней радости. После напряженной фазы, связанной с вопросами семьи, дома и эмоциональной устойчивости, фокус вашего внимания смещается в сторону того, что действительно греет ваше сердце. В следующие 4 недели вы можете почувствовать прилив вдохновения, желание творить, флиртовать, ярко выражать себя, влюбляться и просто получать удовольствие от жизни. Это отличное время для романтических встреч, путешествий, отдыха, отпуска, признаний, легкого общения, а также активного включения в хобби, проекты, связанные с творчеством, сценой, личным брендом или публичностью. Если у вас есть дети, это может быть особенно насыщенный период общения с ними, совместных поездок, событий, занятий. Также этот период может пробудить в вас ребенка, вернуть к тем вещам, которые вызывают настоящую искру, будь то рисование, танцы, музыка, спорт или любой другой способ выразить себя. Солнце в 5-м доме освещает темы радости и самоуважения. Вы можете почувствовать: «Я не хочу не просто быть нужным, а быть собой, ярко, искренне и красиво». И это верный посыл. Многие козероги в это время получают признание, начинают новые увлечения, открывают себя в новом формате, особенно если до этого вы долго откладывали что-то для души. Также это период, когда в жизни может появиться новая симпатия, начаться романтический этап или возобновиться забытое увлечение. Главное не закрываться, а позволить себе играть, творить и получать от жизни радость, даже в простых мелочах. 21 апреля Марс в квадрате к Солнцу – это уже напряженные моменты в финансовых и личных отношениях. Марс в 8-м доме создает напряженный аспект с Солнцем в 5-м доме, в сфере удовольствий, романтики, детей и самовыражения. Это может спровоцировать конфликты, связанные с финансами в паре, вопросы доверия и раздел ресурсов. Будьте осторожны с крупными тратами. Есть риск импульсивных решений, которые позже могут вызывать сожаление, или просто сохраняйте все чеки. Если в любовных отношениях были скрытые проблемы, этот день может принести вспышку эмоций и желание выяснить все до конца. 22 апреля Солнце в оппозиции к Лилит, скрытые страхи, манипуляции и осознание в сфере дружбы, карьеры и личной жизни. Солнце в вашем 5-м доме, сфера творчества, любви, детей и удовольствий, формирует оппозицию с Лилит в 11-м доме дружбы, социальных связей, коллективной работы и будущих планов. Этот аспект, который может скрыть скрытые страхи, манипуляции или внутренние противоречия, связанные с вашим окружением, амбициями и самовыражением. В этот день у вас может появиться ощущение, что кто-то из друзей или знакомых ведет себя нечестно, скрывает истинные намерения или использует вас в своих целях. Возможно, вы поймете, что ваше участие в каком-то коллективе больше не приносит удовлетворения, или осознаете, что ваши мечты и амбиции требуют пересмотра. Также этот аспект может обострить романтические отношения. Возможно, вам придется столкнуться с ситуацией, когда партнер требует больше внимания, чем вы
можете дать. Или наоборот, вы почувствуете, что вас недостаточно ценят. Вопрос доверия может выйти на первый план. Важно в этот день не принимать импульсивных решений, не делать резких выводов и не поддаваться на манипуляции. Используйте этот день для анализа своих целей, окружения и для того, какие люди действительно поддерживают вас, а кто создает ненужные драмы. 23 апреля Солнце в Тельце формирует напряженный аспект, квадрат с Плутоном в Водолее, затрагивая ваш 5 и 2 дома, сферу самовыражения, удовольствия, любви, творчества и сферу денег, ресурсов, личной ценности и самооценки. Этот аспект может стать точкой внутреннего напряжения, вызова или даже конфликта, в котором вам придется переосмыслить, что для вас ценно и как вы выражаете себя через то, что вы создаете, любите и во что вкладываетесь. Возможно, вы почувствуете, что вас не ценят так, как вам бы хотелось, ни как личность, ни как профессионала, ни как любимого человека. Может появиться тема контроля. Вы или кто-то другой может пытаться манипулировать, навязывать свою волю, удерживать через чувство долга, денег, зависимости. Особенно остро это может проявиться в любовной сфере, в отношениях с детьми или в проектах, где вы эмоционально вовлечены. 27 апреля Марс во Льве образует точную оппозицию к Плутону в Водолее, затрагивая ваш 8 и 2 дома, ось личных и совместных ресурсов, тем безопасности, контроля, ценности и внутренней силы. Это один из самых напряженных аспектов месяца, и он может проявиться как через внешние обстоятельства, так и через внутренний кризис или резкий сдвиг в понимании своих границ и желаний. На первый план могут выйти темы власти и контроля в отношениях. Кто-то отдает, кто-то получает, кто-то держит в своих руках ресурсы, будь то деньги, эмоции или интимная близость. Возникают ситуации, где приходится сталкиваться с манипуляциями, напряжением, борьбой за независимость или наоборот, ощущением зависимости от кого-то. Это может быть как в паре, так и в деловом партнерстве. Марс в 8 доме активирует страхи, страсти, ревность, сексуальные импульсы, стремление владеть и защищаться, а Плутон во 2 доме заставляет вас переоценивать свою личную ценность и устойчивость. Может возникнуть ситуация, в которой вы чувствуете, вас или ваш ресурс хотят контролировать, или вы сами боретесь за влияние. 29 апреля происходит новолуние в знаке Тельца, которое активирует ваш 5 дом, сферу любви, творчества, детей, удовольствий, вдохновений и внутреннего самовыражения. Это один из самых теплых и эмоционально значимых моментов месяца, который может стать точкой начала нового любовного этапа, творческого проекта или просто пробуждения радости к жизни. Новолуние всегда запускает новые процессы, и в вашем случае это может быть момент, когда вы решите «я хочу снова чувствовать». Чувствовать радость, влюбленность, вкус жизни, удовольствие от простых вещей или снова включиться в то, что давно вызывает огонь внутри. Это может быть новый этап в личной жизни, новый роман, важное решение, связанное с детьми, или смелый шаг в сторону хобби, которое хочется превратить в нечто большее. Для кого-то это время творческого старта. Вы можете почувствовать прилив вдохновения, желание рисовать, писать, создавать, выступать или просто делиться собой с миром без страха быть идеальными. Это новолуние очень про сердце, оно дает шанс снова почувствовать себя живыми, теплыми, настоящими. Также оно может положить начало новому этапу в романтической сфере. Новые знакомства, признание, флирт, легкость, страсть. Особенно актуально, если до этого вы были сосредоточены на домашних, семейных или рабочих вопросах и отодвинули личное на 2 план. Если у вас есть дети, могут возникнуть новые идеи, проекты или решения, связанные с ними. 30 апреля Плутон в Водолее формирует напряженный аспект квадрат к Лилит в Скорпионе, затрагивая ваш 2 и 11 дома. Это день, когда могут активироваться глубинные внутренние противоречия, связанные с темой ценностей, своей, финансовой или социальной. Вы можете почувствовать давление между тем, кем вы хотите быть в коллективе, и тем, как вы ощущаете свою значимость, вклад и право на вознаграждение. Лилит в 11 доме может вытаскивать старые страхи, быть отвергнутым, лишним или не вписаться в сообщество или оказаться в непонятной группе. Возможно, в ближайшем окружении есть напряжение, зависть, скрытое соперничество или ощущение, что от вас чего-то ожидают, но при этом не дают в ответ. А Плутон во 2 доме заставляет вас пересматривать свою ценность, не только материальную, но и внутреннюю. Заслуживаю ли я, насколько я важен и почему мне нужно доказывать свое право быть. С другой стороны, этот аспект может дать вам толчок выйти из роли жертвы, перестать соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете. Это время, когда вы можете пересобрать свою самооценку, особенно в сфере бизнеса, социальных проектов, лидерства и публичности. Плутон показывает, где вы до сих пор соглашаетесь
соглашались быть тихим, или Лилит обнажает вашу злость на это. Апрель – это месяц, когда вы учитесь слышать себя среди шума внешних ожиданий. Важно не бояться пересмотреть старые сценарии, перезапустить внутренний диалог и позволить себе жить не только ради долга, но и ради радости своей. Все, что происходит в этом месяце, помогает вам выйти на новый уровень внутренней зрелости, раскрыть свое творчество и вернуться к себе настоящим. Козероги, удачного вам апреля! Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важные астрологические события и гороскопы на следующий месяц.